Это не просто два айдола на одной сцене, а две души, выросшие вместе и понимающие язык, на котором не нужно говорить. Их отношения – это не то, как часто их видят вместе перед камерой, а те маленькие, невыразимые моменты, взгляды, которые узнают друг друга, смех, который возникает беспричинно, единение, которое ощущается даже в тишине. Пока публика занята догадками и осуждением, они выбирают жить своей жизнью простой, искренней и вдали от всеобщего внимания. Словно доказывая, что не о всякой любви нужно говорить, а не о всякой близости выставлять на показ. Потому что некоторые вещи нужно хранить, а не выставлять на показ. И вот так начинается эта история с простого ужина в ресторане «Скопр The Chief», с пары рук, которые когда-то пробовали одну и ту же пасту, из кусочка воспоминания, которое затем ожило в прямом эфире, полном смеха и ностальгии. История, которая напоминает всем, что порой самые настоящие вещи скрыты за невидимым. Вы, вероятно, знаете, что, будучи поклонниками Тэгука, мы почти всегда правы в своих прогнозах. И когда говорили, что Тэгук, по всей видимости, ужинал вместе в ресторане, где они ели ту же пасту, которую Чингук пытался имитировать в своей прямой трансляции, это не было ложью. Недавно человек, опубликовавший эту историю, посетил ресторан «Скопр The Chief», то самое место, где Тэхён и Чингук ужинали вместе. Там они сфотографировали стол, за которым сидели двое, а также ту же пасту, которую Чингук приготовил в своей прямой трансляции. Это полностью отражает слова Чингука, которые он однажды сказал: «Мои отношения с Тэхёном не для камер». Другими словами, их отношения не должны быть публичными или зависеть от того, что видят другие, потому что то, что у них есть, это часть их личной жизни, а не мира развлечений в целом. Им не нужно постоянно сниматься или выставлять себя на показ, чтобы доказать свою близость. Их связь существует не только на работе и публичных выступлениях. Их отношения основаны на искренней привязанности и доверии, том, что идет из сердца и от жизни, а не от притворства. К тому же, счастливчик даже получил автографы от обоих, что сделало этот момент еще более значимым. Поэтому неудивительно, что Чингук смог воссоздать пасту, ведь он попробовал ее во время ужина в любимом ресторане Тэхёна. И, как это часто бывает, предсказания тхэкукеров почти всегда оказываются верными. Кажется, все имеет смысл, когда дело касается их, ведь каждый маленький жест и совпадение постепенно раскрывают их близость. Еще более восхитительно, что мы получаем все больше подтверждений, благодаря, казалось бы, безразличному отношению самого Чингука к тхэкуку, особенно в его последних 6 прямых трансляциях подряд. В одной из игр Чингук даже выгнал пользователя с ником Уайфавчк, что означает «жена Чингука», но не пользователя с ником Тикук. Он точно знает, что означает это имя, и это показывает, каковы его приоритеты и что его не волнует. Но что действительно привлекло мое внимание, так это то, что Чингук, играя в PUBG, столкнулся с пользователем по имени Ун и внезапно спросил, не он ли это. Человек подтвердил. Интересно, что этот Ун – тот самый человек, который раньше расправлялся со всеми игроками, пытавшимися приблизиться к Тэхёну, просто чтобы они могли побыть одни в комнате и поглазеть друг на друга. Удивительно, правда, что Чингук сразу узнал его только по этому имени. Шансы на это невелики. Чингук просто играл в игру, но вдруг вспомнил пользователя, который делал все, чтобы остаться наедине с Тэхёном в этой игре. И пока Тэхён всеми силами его защищал, он стал для Чингука грозным противником, что делало ситуацию еще более комичной в контексте. Неважно, кто использовал имя пользователя и кто кого узнал, потому что ясно одно, Чингук не удалил Тикук, а удалил пользователя, который утверждал, что он его жена. Этого достаточно, чтобы показать, что в его жизни все еще есть что-то новое, пусть он и не часто это демонстрирует открыто. И я искренне рад, что фанаты Тикука продолжают находить подтверждение нашим прошлым теориям, и что Тэхён и Чингук стали ближе, чем когда-либо. Какой смысл постоянно демонстрировать это на публике? Мы знаем, что они все еще общаются и проводят время вместе. Мы даже видели Тэхёна на последнем прямом эфире Чингука, и именно поэтому Чингук позже вернулся с похожим эфиром, на этот раз с Чимином. Такие мелочи часто остаются незамеченными, но понятие «расстояние» между ними самое абсурдное и лицемерное.
потому что Тэкуку не нужно говорить, что они вместе, чтобы это было правдой. Все эти, казалось бы, маленькие знаки и совпадения не просто совпадения. Они как крошечные кусочки большого пазла, которые, будучи собранными вместе, открывают нечто гораздо более глубокое – отношения, которые росли со временем, тихо, но мощно, не будучи определяемыми внешним миром. Тэхён и Чингук никогда не пытаются ни перед кем объясниться, потому что знают, самые искренние вещи не нуждаются в оправданиях. Каждый смех, запечатленный на камеру, каждый взгляд, который, кажется, говорит громче слов, и каждый момент, который кажется другим простым, все это фрагменты их собственной истории. Они не две звезды, сияющие в свете софитов, а две души, нашедшие свет друг в друге. И пока мир продолжает спорить, гадать или даже сомневаться, они продолжают спокойно идти бок о бок, словно давая понять, что им не нужно чье-либо одобрение для счастья. Их связывает не просто обычная дружба или профессиональная близость. Это связь, которая растет со временем, от совместного времяпрепровождения, от понимания без лишних слов. Как песня, которая никогда не была исполнена, но продолжает петь в сердцах друг друга, безмолвная, но полная смысла. Чингук может смеяться над комментариями фанатов во время своих прямых трансляций, в то время как Тэхён, по-своему, всегда появляется в неожиданные моменты, словно являясь безмолвным ответом на все вопросы. Вот кто они, присутствующие без необходимости декларировать, настоящие без необходимости быть увиденными и близкие без необходимости навешивать ярлыки. И, возможно, именно в этом и заключается их истинная красота. Не в публичных признаниях или вирусных моментах в соцсетях, а в том, как просто они хранили то, что, как они знали, ценнее всего отношения не на продажу, не на спор, а на сохранение. Потому что, в конце концов, не всякой любви нужна сцена. Некоторым просто нужно тихое пространство, где два сердца могут говорить на языке, понятном только им. И для тэкукеров, которые всегда обращают внимание на эти маленькие знаки, каждое совпадение уже не просто мимолетное мгновение, а напоминание о том, что некоторые связи невозможно объяснить логикой, и их можно только почувствовать. Потому что, в конце концов, как бы ни менялся мир и сколько бы времени ни прошло, в них всегда что-то остается. Что-то мягкое, искреннее, что трудно стереть, как тусклый свет, продолжающий гореть вдали. И, возможно, пока звезды сияют на сеульском небе, пока музыка играет в их сердцах, история Тэхёна и Чингука, Тэкука, будет жить вечно. Не как слух, не как иллюзия, а как доказательство того, что некоторым отношениям суждено длиться вечно, как бы мир не пытался это скрыть.